Всех приветствую. Как мы видим на биткоине сегодня, сильно наверх мы не ушли. Все идет по плану. Давайте эти линии я удалю и обновим зоны, в которые мы можем прийти при развитии того или иного сценария. Всегда нужно торговать не ожидания от рынка, а то, что вы видите на рынке. В данный момент последнее движение у нас было трехволновое. Трехволновые бывают только коррекции. В данном случае мы видим коррекцию. Если эта коррекция завершилась, что вполне вероятно, если мы пойдем дальше, то это уже будет пятиволновой импульс. Если коррекция завершилась, то нас ожидает снижение. Снижение у нас будет вот сюда, как минимум до лоя и на 100% от предыдущего импульса. Если мы пройдем сюда, то здесь уже можно будет рассматривать покупки. Что будет, если мы вдруг отсюда развернемся и сформируем импульс? Куда нам ждать его? Если это будет импульс, то значит сейчас началась четвертая волна. Четвертая волна у нас продлится вот в эту зону. Даже не в эту, сюда она не должна доходить. То есть четвертая волна вот-вот закончится, если это так. Если мы пробиваем вот этот уровень, если мы пробиваем уровень 36623, грубо говоря, вот пик вот этот, то это уже не будет считаться импульсом. Это с большей вероятностью пойдет вниз. То есть как сейчас стоит действовать? Если движение пойдет ниже, например, вот сюда, пробивая вот эту линию, то здесь можно рассматривать только шорты. Это пойдет дальше. Это будет формироваться либо большой треугольник, либо мы пойдем пробивать вот это дно. Если же мы обновим вот этот максимум, то это будет импульс. Если смотреть на конкретно свечи, то он, конечно, больше за лонги. Здесь свечи все откупаются. Давайте посмотрим часовики. Что мы видим здесь? То есть как раз таки, когда мы приближаемся к зоне конца четвертой волны, идет откуп. Но что говорит о том, что это все-таки коррекция? Здесь нет объемов. Здесь просто ровно. Цена растет, объемов нет. Давайте нарисую прогноз. Ожидается либо вот так, либо вот так. Пока не сформируется точный, четкий импульс, нельзя говорить, что мы пойдем наверх. Есть по-прежнему большая вероятность, что мы пойдем вниз. Торговать это или не торговать, выбор за вами. Смотрим эфириум. По эфириуму и по остальным криптовалютам примерно точно такая же ситуация. Можете посмотреть вчерашний прогноз. Также 3 волны вверх и двойственная ситуация. Может вверх, а может вниз. Все прогнозы, которые были на биткоине, актуальны и для криптовалют, которые находятся в таком же положении. Если что-то будет меняться, можно будет рассматривать более подробно. А так всем счастливо, удачной торговли.